Идет полным ходом подготовка к посадке чеснока. Итак, друзья, подписывайтесь на мой канал и обязательно нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Наступила осень, а это значит, пришла пора посадки озимого чеснока. Посадочный материал у меня готов, и я сейчас буду показывать, как я буду сажать чеснок. Сажать буду чеснок сорта Шадейка и обычный деревенский чеснок в виде зубчиков, бульбочек и однозубки. Во-первых, хочу сказать о земле. Какая земля подходит под высадку чеснока? Первое. Самое главное правило – севооборот. Любые корнеплоды, такие как картошка и так далее, плохие предшественники чеснока. А такие как тыква, горох, кабачки, огурцы – хорошие предшественники. На эти земли можно смело высаживать чеснок. Еще земля должна быть не закисленной. Если таковая имеется, ее можно раскислить доломитовой мукой, золой, мелом или известью. Свежий навоз нежелательно раскидывать на делянку для чеснока, а вот перегной перепревший, 2-5 годовалый, очень даже полезен в ведро на квадратный метр. Если вносить свежий навоз на делянку для чеснока, то чеснок будет водянистым и подвержен всяким рода заболеваниям. И еще нужно следить, чтобы участок под чеснок был на возвышенности, и чтобы там не собирались талые воды, дождевые. Иначе корни у чеснока будут загнивать. Место должно быть солнечным, и чтобы соседние насаждения не затеняли участок. Теперь о сроках высадки чеснока. Считается, что чеснок надо высаживать до первых заморозков за 3-4 недели. Я считаю, что это немножко неправильно. Я полагаю, что правильно будет говорить, за 3-4 недели до наступления холодов постоянных, так как заморозки бывают и раньше наступают в некоторых районах. Климат у всех разный, так что южные, центральные и северные районы чеснок сажают по-разному. Так в северных регионах чеснок высаживают в начале сентября, в середине сентября. В центральном районе чеснок высаживают в начале октября до середины октября, а в южных с середины октября до конца октября. Почему даются такие сроки? С чем это связано? А связано это с тем, чтобы чеснок до наступления постоянных морозов, постоянных холодов успел укорениться, развить свою корневую систему и спокойно уйти в зиму. Зимой надо стараться, чтобы снег не выдувался с места, где посажен чеснок. Земля, покрытая снегом, меньше промерзает. Участок под посадку чеснока желательно подготовить заранее. Вспахать, прокультивировать, удобрить перегноем, внести комплексные минеральные удобрения и по возможности избавиться от сорняков. Чеснок любит рыхлую, плодородную, супесчаную почву. Поэтому в лунке, где будет посажен чеснок, желательно разбросать немного песка. Песок также будет играть роль дренажа. Бывает, что идут затяжные осенние дожди. И чтобы корни чеснока не загнили, нужен песок. Также под перекопку вносится небольшое количество золы и фосфорных удобрений. Также нужно знать еще одно правило. Чеснок нельзя сажать в сухую землю. Земля должна быть влажной. Посадку лучше начинать на следующий день после дождя. И после посадки чеснок нельзя поливать. Теперь поговорим, какой посадочный материал брать для посадки чеснока. Для посадки чеснока необходимо выбирать самые крупные луковицы. Из самых крупных луковиц необходимо откалибровать самые крупные зубки. Допустим, есть крупный чеснок и чуть помельче чеснок. Лучше взять мелкий зубок от крупной луковицы, чем крупный зубок у мелкой луковицы. Существуют разные способы посадки чеснока. Одни делают бороздки в земле,
Другие проделывают отверстие на глубину 5-8 сантиметров. Здесь важно понимать, чем крупнее зубок, тем глубже должна быть лунка. Расстояние между зубками в ряду должно быть от 10 до 15 сантиметров. Чем крупнее зубок, тем расстояние должно быть больше. Между рядами при посадке чеснока желательно оставлять расстояние от 30 до 40 сантиметров. Почему? Весной чеснок даст всходы. И не только чеснок, но и попрет сорняк. С сорняком необходимо бороться, пропалывать его. И если между рядами расстояние будет маленькое, то очень неудобно там будет передвигаться, ходить. Теперь, когда нужно разбирать чеснок на зубки? Чеснок необходимо разобрать на зубки за 2-3 дня, максимум за неделю до высадки. Опять же, почему? Чеснок разобрали, и у зубков есть донцы. Это донцы со временем подсыхает, что негативно влияет на прорастание корешков. Вот прошло 30 минут. Этот мешочек верхний я переворачивал. Вот они. Капельки стекают. Сейчас надо зубки нам просушить. Это, напоминаю, это сорт Шадейка. Отобрал самые крупные головки. И из них отобрал самые крупные зубки. Мелкие зубки еще вот в этой сеточке находятся. Сейчас буду расстелил, значит, тряпочку и там буду выкладывать на просушку. Сушить надо одним слоем чесночок. Без тряпочки он не просушится, так как не будет впитываться влага. А вот таким макаром, ну какие крупные, здоровые зубчики. А таким макаром он быстренько просохнет. Сеточку тоже повесим. Дальше у нас зубчики. Это получается у нас 5 литров, 6 литров у нас тут раствора. Также высыпаем. Так это повесим равномерно в один слой. Обработали, значит, намочили Максиме от болезней перед посадкой. Сегодня 29 сентября. Будем сажать, когда обработаем весь чеснок. Весь чесночок разберем на зубки, замочим и можно будет высаживать числа 2 или 2-3. Надо уточнить по лунному календарю. Желательно бы, конечно. Все. Будем дальше работать. И собрал. И сучки.
в этом растворе. Это Максим замочил наш чесночок, препарат. Сорт-шейкер. Вот это. Это другой сорт. Обычный деревенский. Это сорт. Это зубки крупные, это зубки мелкие. Посортировал. То же самое. Крупные. Это лук. Тоже замочил в Максиме. Сегодня 4 октября. Сорт шедейка. Это уже мелкий зубок. Все. Буду складывать по мешкам, взвешивать и отвозить на поле для посадки. Итого получается у нас деревенский мелкий чеснок. У нас получается 10,5 килограмм. Дальше идет однозубка 3 килограмма 100 грамм. Деревенский крупный 13 килограмм 900 грамм. Далее шадейка мелкая. 3,5 килограмма. И крупная 11 килограмм. Итого выходит деревенский чеснок 27,5 килограмм и сорт шадейка 14,5 килограмм. Общее количество 42 килограмма чеснока. Ну и маленько лука посажу, голландского. Все, можно приступать к посадке. 16. Наверное, нитромофоску тоже добавлю. И между рядками чеснока посажу овес. Ну, плюс еще и зола. Овес для пробы я посадил 5 сентября. Вот посмотрите, как он зашел. За это время посадил 5, сегодня 22. Расстояние между рядками посажу чеснок через 30 сантиметров. Далее зубки разобрали. Теперь необходимо желательно обработать эти зубки от болезней. Есть разные препараты. Фитоспорин, препарат Максим, Бактоген. Замачивание в фитоспорине происходит 30 минут. В Максиме также 30 минут. Вся инструкция есть на упаковке. Некоторые применяют марганцовку, соль для замачивания чеснока от болезней. Но марганцовку я не рекомендовал бы, так как она будет обеззараживать чеснок от болезней, от вредителей, но также и убьет всю существующую на самом зубке микрофлору, что также пагубно отразится на здоровье зубка. Также при подготовке посадочного материала необходимо проверять все зубки на поражение грибковыми заболеваниями. Если заметите хоть один зубок, пораженный инфекцией, необходимо всю луковицу, весь чеснок отбраковать. Так как если даже не видно на других зубках поражения,
все равно инфекция уже там есть. Итак, откалибровали зубки и пошли сажать. Крупные зубки садим отдельно, мелкие отдельно. Так как из крупного зубка вегетативная масса зеленая будет выше и пышнее, чем у мелкого зубка. И крупная зеленая масса может затенять мелкую. Поэтому высаживаем отдельно. Итак, подведем итоги. Чеснок разбираем на зубки максимум за неделю, лучше всего за 2-3 дня до высадки. Землю предварительно подготавливаем заранее, удобряем, обрабатываем. Зубки калибруем, отбраковываем пораженные и высаживаем за 3-4 недели до морозов.